Машина, которая проехала полмира, будет за 17 дней полностью перебрана для того, чтобы установить рекорд скорости на льду Байкала, а затем стать участником ралли «Шелковый путь». Этим выпуском я начинаю серию фильмов об эпичном ребилде Жолтова. Итак, смотрим. Бродяга. Желтый слон. 4-тонный рюкзак для кругосветных приключений. Все это про него. Легендарный автомобиль-путешественник Hammer H2, выпущенный в 2005 году и за годы странствий по миру, проделавший путь от Земли до Луны в 380 тысяч километров в самых разных уголках нашей планеты. Его хозяин Влад Шеренговский, предприниматель, автопутешественник и искатель приключений. За плечами Влада опыт вождения по дорогам 45 стран, в каждой из которых он побывал со своим бессменным напарником Желтым. Желтый для меня это такое олицетворение моего такого большого нового этапа в жизни, на самом деле, когда я очень много что изменил. Для меня это такой партнер по приключениям, это такой дух свободы. Именно он для меня открыл автопутешествия, и без него, на самом деле, мои путешествия не были бы такими, какие они есть. Такие яркие, насыщенные, такие настоящие. Каждая страна вместе. Это виза от корки до корки и дороги от границы до границы. Особенность таких приключений – это продолжительные маршруты без специальной подготовки, предварительного изучения путеводителей и чтения обзоров, и в то же время с глубоким погружением в культуру посещаемых мест. Такие путешествия становятся возможными именно благодаря характеру этого желтого Hammer H2. Яркий и привлекающий внимание автомобиль – ключ к эмоциональным приключениям в самых необычных местах. Это знакомство с новыми друзьями во всех частях света и возможность стать участником уникальных событий. Желтый – это универсальный язык для общения. Автопробеги в Дакке, фестивали в Калькутте и Дели, религиозные праздники Кералы и Мьянмы, сотни открытий, тысячи людей и множество удивительных событий. Эксплуатируемый в различных широтах и порой довольно суровых условиях, автомобиль ни разу серьезно не подводил своего хозяина. Но несмотря на свою надежность, доказанную годами странствий во время многомесячных путешествий вдали от дома, как и любой автомобиль, он требует обслуживания. История обслуживания Желтого – это механики Непала и электрики Индии, автосервисы Таиланда и детейлинг-центры Камбоджи. Это сотни рук мастеров различной квалификации во многих странах мира. Так проходит жизнь одного из самых известных путешествующих автомобилей России. Смотрите далее, как подобрать команду для такой амбициозной задачи. Ой-ой-ой-ой. Какие сложности возникнут в процессе работы с машиной. Она как труха стала, вот она. Успеет ли Влад подготовить автомобиль в столь короткий срок? Я испугался, когда увидел объем работ. В промежутках между этапами кругосветки Влад решает принять приглашение на участие в гранд-туре через всю Россию до Байкала для участия в заездах на установление рекорда скорости на льду замерзшего озера. Вообще вся история с Байкальской милей это такой для меня челлендж на челлендже, потому что я не любитель скоростной езды, не только на Хаммере, вообще на других машинах. А здесь выдался шанс нажать газ в пол до конца, чего я не делал на Хаммере никогда, и посмотреть, какую мощность я с собой вожу, в принципе, по миру во время путешествий.
потому что, ну, обычно я езжу там 100-110 максимум, но машина с 6-литровым двигателем, она явно может больше, а на поверхности замерзшего озера, ну, там можно себе, в принципе, ни в чем не отказывать. Для участия в таком амбициозном мероприятии автомобиль должен иметь ресурс надежности с запасом. В то же время, вернувшись из продолжительного путешествия вокруг Юго-Восточной Азии длиной в 50 тысяч километров через 12 стран за 496 дней, автомобиль находится в хорошем состоянии, но уже требующим вдумчивого обслуживания для того, чтобы исправить накопившиеся недочеты и предупредить сложные поломки на предстоящем испытании. Чтобы решить такую объемную задачу в срок, при поиске сервиса Влад формулирует 3 основные требования. Наличие большой команды для того, чтобы работы можно было выполнять параллельно. Опыт работы именно с американскими машинами, чтобы на каждый из этапов работы уходило как можно меньше времени. И наличие собственного склада запчастей, чтобы все работы не встали в самый неподходящий момент. Выбор пал на сеть технических центров Chevy Plus, компании, которая вот уже более 20 лет работает с автомобилями американского производства и имеет несколько техцентров как в Москве, так и за ее пределами. Друзья мои, привет! Сегодня день X. Я приехал в место, куда я добирался очень давно, чтобы сделать с машиной то, что мне просто во сне снилось множество раз. Я ее хочу буквально разобрать на части, снять кузов, вытащить раму, разобрать всю ходовую, поснимать все колеса, повытаскивать все узлы, все раздатки, все двигатели, коробки, все это разобрать, поменять все, что уже необходимо поменять, на новые запчасти отремонтировать все, что необходимо отремонтировать, и просто как игрушку собрать узел за узлом, чтобы мой внутренний перфекционист ликовал, чтобы машина была и снизу, и изнутри, буквально как новенькая. Понимая, что работы предстоят масштабные, а времени на их выполнение совсем немного, Влад обращается напрямую к руководству Chevy Plus. Курировать проект взялся сам основатель компании. Под впускным коллектором стоят 2 датчика детонации. И к ним идет пластиковая проводка. Она от жары, вот от этой, она там разъемы, они прям лопаются, а сами датчики отгнивают. Туда постоянно вода попадает, там лужи, грязь. Знакомьтесь, Дмитрий Сипайло, основатель, главный идеолог и руководитель сети специализированных техцентров Chevy Plus. Ну, с Димой я знаком 2 года, это мой непосредственный руководитель. Очень интересный товарищ, много что знает, при этом при всем еще и напрягает здорово своими знаниями. Полезная критика. Диме я завидую по-хорошему, я завидую какой-то сумасшедшей неуемной энергии, которой можно только позавидовать. Он человек такой, я понял, зажигающийся, очень сильно зажигающийся. И если он загорелся проектом, если загорелся вообще какой-то идеей, это такой дорогого стоит. Смотри, наша цель сейчас понять реальные сроки того, что мы будем делать, что мы успеем, что мы не успеем. Понять, что на это потребуется. Здесь, смотри, диск хана, суппорт, вот он стоит суппорт. Дальше смотри. Вот выпускной коллектор, вот отсюда. Оторвана крайняя шпилька, видно отсюда или нет? Где головка прикручивает, последний болт отсутствует, видишь? Нужно посмотреть, что с раздаткой у нас. Ты видишь, провода окисленные? Вот она химия. Гидробустер вот течет сильный. Прокладка поддона двигателя сразу под замену. Вот она у тебя уже соплевит, иди сюда. Вот она, видишь, начала. Вот эту часть фланец кардана надо менять. Вот там вот втулку на раздатке надо менять. Надо смотреть, что там делали тебе. Оторван левый болт, крайний выпускного коллектора левого, да, это мы говорили. Сальник левый, правый переднего моста замена, антифриз загрязнен, замена, масло заднего моста темная замена. Так, левый наружный пыльник шрус выдавливает смазку, я думаю, что замена. Левый, правый клапанные крышки, чистая вентиляция, приводной ремень, износ, замена, неравномерный износ по периметру. Обнаружена коррозия на стартере. Мы должны понимать, что если мы лезем в раздатку, мы должны знать, есть ли задняя крышка, там, есть ли втулка, да, потому что течь есть ли кардан, есть ли фланец или кардан бэушный, ну то есть. Ты скажи, ты все машины наизусть знаешь? Ну, тематические, да. Да? 6-й цилиндр надо смотреть, проверять. Вот он, смотри, вообще выключился, видишь? Вообще выключился 6-й цилиндр. Оп. Тебе надо кузов будет еще делать.
На кузове гниль пошла. Там вот где сток идет. Сейчас тебе покажу все. Понимание есть. Теперь формируем документ, бумагу. То есть план, стратегию. Не работает EVAP-система, надо сделать компьютерную. Ой-ой-ой-ой. Все, давай дожидаемся комплексно, смотрим компьютерную. И дальше принимаем решение. За 17 дней до старта принимается решение полностью разобрать шасси «желтого», отделив его от кузова, для того, чтобы собрать практически новый автомобиль, готовый к стартам на льду и продолжению кругосветки. Живу я в городе Краснодар, здесь, в принципе, и работаю. Наш генеральный директор Дмитрий Михайлович, он позвал меня ремонтировать Хаммер 2. Конкретных деталей, в принципе, я не знал. Просто предложил мне, я согласился. На следующий же день я вылетел в Москву. Ну, в проект попал, так как уже делал нечто подобное. Также поднимали кузов, снимали раму. Задача была в определенное время снять раму, подготовить автомобиль полностью к реставрации. Над машиной постоянно работало 2 человека. Были моменты, когда нужно подключить еще 3-4 спецов, и в этом смысле в Шеве, конечно, это было, еще раз убедился, что это было правильное решение, потому что все люди были под рукой. В какой-то момент там, над машиной работало уже не 2, а там 10 человек практически одновременно. Такого уровня работы в такие краткие сроки, но я не думаю, что где-то еще можно получить. По результатам диагностики был составлен предварительный план работ и цель успеть все выполнить за 14 дней. 2 дня на полную разборку автомобиля, 10 дней на выполнение ремонтных работ и 2 дня на его сборку. Таким образом, до старта из Москвы должно остаться 3 дополнительных дня на обкатку и устранение возможных неполадок. Уложится ли команда в этот график и успеет ли Влад на старт Гранд-тура? Обо всем этом смотрите далее. В общем, я снова сегодня в Шеве. Я очень волнуюсь, потому что важный день. Я привез его, чтобы здесь оставить на 10 дней. И за эти 10 дней его разберут. Кузов снимут с рамы, переберут все основные ходовые узлы и затем отпесочат и соберут обратно. Я очень переживаю по 2 вещам. Во-первых, успеем мы или не успеем в этот срок. Во-вторых, за качество я не очень переживаю. Я думаю, что здесь все-таки люди обладают достаточной компетенцией. Переживаю, потому что это машина, с которой я прошел уже огонь и воду, и сейчас предстоит ей такая процедура, ну если не на сердце, то, по крайней мере, там на позвоночнике. В общем, посмотрим, как это будет. Подняли кузов над рамой. Все у нас замечательно, здорово. На все это ушло 5 часов, учитывая кучу нештатного оборудования. По 10-бальной шкале как оцениваешь состояние? Машины? Вот этой части, которую мы видим здесь. Слушай, на все 10. Вот ровно так, как должен выглядеть необработанный Хаммер за 15 лет. Автомобиль изначально был в достойном состоянии для своего пробега. Больше 300 тысяч пробега. В целом приезжали экземпляры, которые намного хуже сохранились за такой пробег. Даже несмотря на то, что этот Хаммер побывал во многих местах нашей планеты и даже не на нашем континенте. Автомобиль, рама была достаточно в плачевном состоянии, скажем так. По ходовке требовалось серьезное вмешательство. Этой машине уже 17 лет, из которых я за рулем уже 14. Все эти годы, несмотря на то, что я довольно аккуратно эксплуатировал, бережно ее обслуживал, все равно нагулялось какое-то количество возрастных проблем у машины. Тем более вот после этого большого путешествия вокруг Азии, когда я понял, что здесь уже обычным чекапом не обойдешься, нужно прям проводить какие-то большие работы. Я задумался о том, чтобы сделать вот такой ребилд. И на самом деле у этого есть сторона такая эмоциональная и рациональная. Рациональная сторона состоит в том, что чем лучше ты подготовишь машину на берегу, тем меньше проблем у тебя будет в путешествиях. А эмоциональная состоит в том, что так как она меня ни разу не подводила за все время путешествий,
каких-то серьезных проблем не было, я там не стоял на дороге с ней. Я чувствовал себя обязанным отдать дань уважения этой машине и обслужить ее прям самым лучшим образом. Смотрите, артефакт неожиданный из азиатской поездки. Это шкурка от банана. Рама снята. Сейчас мы ее будем мыть. И для меня, человека не очень технически подкованного, конечно, вот такой вид просто приводит в полнейший ужас. Потому что дай мне все инструменты и все время мира, я думаю, что я и года за 3 это не соберу назад. Но я видел тот результат, который получается обычно после такой работы. И я просто уже жду, не дождусь, когда наступит момент, когда это все можно будет посмотреть в собранном виде. Американские, у них в целом рынок отличается от европейского, от азиатского. Они выделяются всем своим автопарком, там нет аналоговых машин, так скажем. То есть в Азии, в Европе похожая машина, кто-то у кого-то скопировал. Американцы своей обособленной группой держатся. Вот тут такой вопрос у меня, как к спецу. Сильно ли похожа эта рама на раму донора Таха, на базе которого сделана эта машина? В принципе, они конструктивно схожи, но рама Хаммера сильнее, не имеет таких недостатков, как у Тахи. У Тахи слабые места приходится на вот эту часть рамы. Они в первую очередь прогнивают. У Хаммера, как я вижу, здесь при таком пробеге, при таком выпуске такой проблемы не наблюдается. Даже несмотря на такой антикор, как здесь. Мост у него сильнее, ЛСД там крепче намного. Даже просто взять сравнение ступицы, Таха там 6 болтов, у Хаммера 8 болтов. В принципе, сильнее. Не сильно тяжелее, но... Конструктивно чуть покрепче. Да. Открывая новые страны и континенты, раздвигая границы знаний, путешественники всех времен в своих рассказах воспевали свои средства передвижения. Открывая новые страны и континенты, раздвигая границы знаний, путешественники всех времен в своих рассказах воспевали свои средства передвижения. Давали им имена, рассказывали про их заслуги. Подковывать коня или починить парус между переходами – это не просто про безопасность. Как и нынешняя реставрация Желтого, это дань уважения своим партнерам по приключениям. Пройдя успешно несколько первых маршрутов, однажды Влад написал у себя на странице: «Хозяин машины, который решил не расставаться с ней никогда». С этих пор началась новая глава в удивительной жизни Желтого. Ну что же, целый день работы позади, рама разобрана, кузов стоит рядом, и завтра все это будет до мелких деталей снято, положено в сторону, а в понедельник поедет в пескоструйную обработку. Затем мы все это покрасим, поставим на место, и будет как новенькое. Когда я впервые увидел Желтого, я его купил, вообще не пробуя, даже не сидел в нем ни разу. Просто увидел и понял, что он у меня должен быть. Когда я впервые на него сел, проехал пол Москвы, я подумал, что я не смогу на нем ездить. Я сейчас отдам ключи, потому что эта машина неразумная и неудобная. Сейчас я считаю ее самой разумной и вообще самой удобной машиной. Ну, по крайней мере, для автопутешествий. Вот, я уже в сервисе. Здесь полный шлак. Дима, привет. Привет, доброе утро. Доброе утро всем. Я проспал, честно говоря, я проспал. Я не приехал, пропустил буквально 2 часа, привез им целую машину, и вот что... Что вы сделали? Что вы наделали, ребят? Вот, можно кусочек отломить прямо. Она как труха стала, вот она. Вот, смотри, видишь? Поэтому сюда придется вот это вырезать, вот эту ржавчину, вот сюда наваривать пластину, готовить новую площадку под опору кузова. Новые машины покупают сейчас, Кадиллаки и Эскалейд те же, да, ребят, ну сделайте сразу антикор, нормальный, правильный. Отмыть транспортировочный грунт, чтобы потом не возникал парниковый эффект. И нормально защитить. Вот если бы это было сделано тогда, рама была бы в идеале. Видишь, колечко, которое стопорное кольцо бензонасоса, да, оно идет с бензонасосом обычно. Бензонасос видно новое, колечко старое. Мне здесь непонятно почему.
В любом случае мы сейчас это отвезем от пескостроить. Это термозащита, которая не дает от глушителя теплу, жару попадать на раму, чтобы не перегревалась, чтобы рама не гнила быстрее. Но это электрохимическая коррозия, то есть это чистая химия, чистое время и все такое. Троса ручника мы еще не проверяли, мы их сейчас достанем и физически посмотрим, в каком состоянии тефлоновая рубашка, перетерт корпус, не перетерт, то есть он должен двигаться, это самое ключевое. Вот магистрали блока АБС, которые идут, ну как они пережили, вот они пережили, вот это вот они пережили. Ну вот видишь, пыльник Шируса оригинальный не выдержал один, да? Тут вот мы смазочку мы с тобой снимали, вот видно. Да. Вот он демпфер, который я тебе снизу показывал, он тоже не выдержал у нас. Во-первых, вот смотри, салимблок, видишь, у него вырванный, а во-вторых, он сам течет уже очень сильно. Они развалились, они просто сгнили. Вот, если ставите новые подушки, обязательно их надо тоже сразу обработать, чтобы такой ситуации не было. Вот эта труха, ну сами понимаете. Вот здесь вот передний кардан, видишь, мы замотали, чтобы крестовины не развалились. А вот здесь вот рваный резиновый пыльник. И получилось, что туда попала внутрь вода. И в результате кардан не снимается с раздатки. Вот здесь вот это вот перетерто, да? Это не здорово. Вот она ржа, мощная. Но тормозные магистрали нам предстоит вот эти вот заменить точно. Вот эти. Тормозным диском я тебе говорил, хана, да, опорный щиток там немножко сгнил сверху. Вот видишь? Вот видно? Это мы подварим. Рулевой редуктор красит. Один из основных вопросов: успеем? Ты все еще уверен? Слушай, интрига остается. То есть, если понадобится работать ночью, будем работать ночью. Вот что тебе скажу. Никогда бы не подумал, что мы справимся в такой короткий срок. Там меньше 3 недель всего было. Заранее были сроки еще меньше. Я не представлял, как это можно сделать с таким количеством людей, но надеялся, что все получится, успеем. Первый же день работ не обошелся без непредвиденных ситуаций. Разбирая то, что собирали еще на заводе много лет назад, команда столкнулась с проблемой коррозии многих креплений. Так где-то приходилось даже прибегать к смекалке, чтобы успеть разобрать раму в течение запланированных суток. По итогам первого дня стало ясно, что предстоит гораздо больший фронт работ, в то время как дата старта в Гранд-тур на берег замерзшего Байкала осталась неизменной. Каждый час список того, что предстоит сделать, пополнялся новыми пунктами. В коллективе впервые появилось напряжение, и каждый из участников сосредоточился на своих задачах. И выдать завтра Сергею Юрьевичу на погрузку. То есть получается рычаги. Я не могу сказать, что я прям испугался, когда увидел объем работ, но я четко помню момент, когда мы разобрали желтого на детали, когда вот он стоит вроде машина, там кузов от нее, а рядом буквально на полсервиса запчастей. Это очень много, я даже смотрел на это все и не понимал вообще, как это может поместиться в эту машину. Это действительно очень много, и каждая деталька, когда ее берешь в руки, это прям тяжелые куски металла, то есть вот это вот природа желтого, я ее, конечно, совсем по-другому почувствовал. Очень важно вот эти хомуты, видишь, они тоже гниют. Нам надо будет почистить эти хомуты, вот они, видишь, вот прогнили, чтобы хомуты целые были. Вот эти салимблоки, на Хаммере это больное место, вот эти вот салимблоки, видишь? Вот он, куска салимблока нет, видишь? Резиночка отсутствует. Поменять вот этот сальник, поменять вон тот сальник. По корпусу он у нас снизу тек. Это кирдык. Видишь выработка? Мы берем все болты, ты едешь на автозаводскую, где у нас маленький пескоструй, и мы все маленькие элементы пескоструем там. У него просто еще здесь есть проблема на крыльях, нужно будет это остановить. На самом деле я очень рад, что это все находится в одном месте. Это на самом деле большой страх любого автовладельца, когда он видит, что его машину разбирают, и это все разлетается по разным полкам, по разным стеллажам. Все всегда боятся, что останутся какие-то лишние детали. Здесь, слава богу, все происходит на моих глазах. Слава богу, все чистенько, все в порядочке. Ну, вот так выглядит результат второго дня работы. Рама, ее теперь полностью разобрали. Сняли все части, которые завтра отправятся на пескоструйную обработку. Разули диски. Их я тоже буду перекрашивать. Все вот эти части будут запекаться порошковой краской, а рама сама, после того, как она будет отпесочена, она вернется сюда в цех для того, чтобы ее обработали вюртом
ну и затем антикоррозийная обработка. Если вдруг когда-то где-то мои ребята делали любую работу и накосячили, я всегда открыт для социальных сетей, и я за качество. Я, как первое лицо компании, я всегда за качество. Могут люди ошибиться, но мы переделаем, если они ошиблись. А установка дана на то, чтобы делать только качественно и только вот с высочайшим уровнем. Вот и все. Вылазила одна балечка, вторая балечка, третья балечка. Какие-то хотелки появлялись, и все это дело затягивало процесс, причем затягивало основательно. Это мы не успели просто по времени все это сделать. Я никогда не сталкивался с таким объемом работ, и мысль о том, чтобы сделать такой ребилд, у меня уже в голове где-то лет 5, я думаю. И когда она у меня появилась в голове, я думал, что я вообще такой первый сумасшедший владелец H2, который хочет вытащить раму, там ее отпесочить, привести в порядок и собрать. Но пока я собирал материалы, пока я собирался мыслями, уже большинство одноклубников прошли в том или ином виде через эту процедуру, а я вот только подошел. Естественно, я даже близко не планировал работу в таком объеме. Для любой, даже самой сложной авантюры очень важно найти правильных единомышленников. Людей, у которых, как и у тебя, будут также гореть глаза от азарта и биться сердце от адреналина. Неумолимо приближающиеся сроки стали большим испытанием для авантюры Влада. Ребятам предстояли бессонные ночи и много трудной работы, которую просто нельзя выполнить, допуская халатность. Ведь впереди эту машину ждет автопробег через всю страну и заезды на установление рекорда скорости на берегу замерзшего Байкала. Загоревшийся проектом Дима взял ответственность за сроки на себя. Смотрите в следующей серии. Разобранный на части, легендарный автомобиль разлетелся по всей Москве. Кто из подрядчиков удивит, а за кем придется побегать? Зачем обрабатывали лазером двигатель? Почему автомеханику пришлось постричься? Какую запчасть искали по всей стране при помощи подписчиков? Успеет ли команда в срок? И каким станет один из самых известных путешествующих автомобилей? Отдавать машину на запчасти. Движуха-то идет. Магнитно собирал вот эту стружку, которую мы с тобой видели. Как вы относитесь к тому, чтобы стать крестным отцом этой машины? Слушай, я за.